Мои любимые, как у вас дела? Итак, решила записать вам быстренько раскладик на мысли, чувства, действия. Давно мы не делали на отношения. Записываю в прямой трансляции, так что подключайтесь, смотрите сейчас, пока мы начали. Но кто не успел подключиться, смотрит этот расклад уже в записи. Почему записываю так? Ну, чтобы по-быстрому его загрузить, как говорится. Пока вы ждете недельный прогноз. Не забываем, сегодня у нас неделька. И очень важная. После новогодняя. Так, ну что, давайте смотреть. Мысли, чувства, действия загаданного персонажа. Одна позиция. Сначала смотрим, кому подойдет этот расклад. Итак, что сейчас между вами? Ну, здесь или одиночество вдвоем, или каждый сам по себе. Мгм. Человек может прийти из прошлого, человек может манипулировать, человек может на самом деле предлагать вам что-то новое, но при этом вы очень сильно сомневаетесь, а нужны ли вам эти отношения. Анализируете, просматриваете, может, даже где-то пытаетесь собраться с мыслями. Но дело в том, что и положительного ответа вы ему не даете, но и в то же время близко к себе не подпускаете. Также я вижу, что со стороны мужчины здесь нет активных действий в вашу сторону. Что еще? Ой, смотрите, что здесь. Но вам нужны серьезные отношения, вы четко поставили мужчину перед выбором. То есть или же ты мне даешь перспективу на будущее, ты мне меняешь судьбу, ну или иди своей дорогой. Твои пустые обещания для меня ничего не значат. Поэтому вы в девятке пентаклей. А девятка пентаклей — это что? Конечно же, когда мы соблюдаем свои границы, когда не расслабляемся, когда контролируем процессы, когда близко не подпускаем. Так, кто недавно подключился? Мысли, чувства, действия. И сейчас мы смотрим, что между вами. Ну что, давайте смотреть тогда мысли. Но он понимает, что он вас чем-то обижает, что за вас нужно бороться, что в вас нужно вкладываться, что вам нужно дать именно то, о чем вы мечтаете, иначе близко вы не подпустите. То есть вы та женщина, которая будет отстаивать свои права до конца. И он, кстати, готов. Он готов вкладываться, он готов бороться, выходить из состояния ожидания, прилагать какие-то усилия, преодолевать, кстати, какие-то проблемы. Мгм. Боится, что вдруг не получится. Боится, что оттолкнете, что не примете. Кстати, у него здесь еще есть разрушение, а это говорит о том, что прежде чем быть с вами, ему нужно от чего-то или от кого-то отказаться. Может быть, изменить свой образ жизни, может быть, у него есть какие-то незаконченные отношения. Мгм. А может, человек просто не готов был к серьезным отношениям. Но после того, как он понял, что другого выхода нет, он сейчас обдумывает процесс. Нужны ли мне серьезные отношения, готов ли я уже остепениться, готов ли я взять на себя ответственность и так далее. То есть мужчина видит в вас перспективу, он прекрасно понимает, что с вами по-другому нельзя. Не получится поиграть, не получится просто повстречаться, не получится держать вас в какой-то неизвестности. Поэтому здесь как будто бы он пересмотрел ту позицию, в которой он находился раньше, и готов, кстати, меняться. То есть я вижу, что он готов меняться. В первую очередь он готов бороться сам с собой. Ну, давайте тогда посмотрим. Чувство к вам. Он считает, что вы верный выбор. Для того, чтобы выйти из отшельника, для того, чтобы поменять судьбу. То есть вы достойная женщина для брака, для семьи, для того, чтобы вас любить, для того, чтобы совместно с вами проживать. Ам, Если для кого-то актуально, детки,
То есть он считает, что вы подходите. И 20-й старший аркан, вы перевернули его жизнь. Как будто бы он вышел из некого застоя, он вообще посмотрел на жизнь по-другому. У него в жизни произошли какие-то события, которые он, если честно, даже и не думал обдумывать до вашего появления. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Добрый день, с наступающим! Записываю коротенький раскладик перед, недельным раскладом, чтобы, вы пока ждете. Почему? Потому что недельный выйдет вечером. А пока наслаждайтесь этим. Чувства есть, и, между прочим, чувства осознанные по отшельнику — это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что отшельник — это не просто я пошел поиграть, не просто я пошел там, знаете, развлечься. Нет, нет, нет. Мужчина здесь четко понимает, что эти чувства закоренились, и ради них он готов менять не только себя, но и свою жизнь. Давайте смотреть тогда все-таки действия. Королева жезлов. Ух ты! Ну, во-первых, он будет очень активен. Мужчина, между прочим, проявится как-то неожиданно, очень быстро и сразу будет вам предлагать все сразу. Да. То есть это, знаете, вот как будто он сидит, думает, думает и все взвешивает. А надо, не надо, готов, не готов, потяну, не потяну, смогу, не смогу, да. То есть как будто бы у человека есть некие сомнения. Но дело в том, что как только он освобождается от этих сомнений, это произойдет в ближайшее время. Жезлы — это уже быстро. Это максимум 2 недели, но, может быть, если у вас расстояние, это месяц, но не более. Не более. Здесь 2 недели — это даже много. Жезловая энергия — это говорит о том, что это буквально у вас на пороге. Может быть, он вам обещал, что он приедет там через 2-3 недели, на самом деле появится через неделю. Вот такое может произойти. Очень быстро принято решение, очень быстро как-то активно он проявляется. И он по смерти готов сразу менять что-то. То есть он не просто придет: "Давай встретимся, увидимся". Нет, он сразу начнет как-то, вы знаете, предлагать вам, будущее. Еще праздник прям. Ухаживать будет прям, ну, вы смотрите. Ревнует здесь мужчина. Между прочим, его к активным действиям подтолкнет какая-то ревность или ваша закрытость. То есть когда вы отстранились, ну да, смотрите, он вам конкретно предлагает короля пентаклей. То есть мужчина очень быстро определится с тем, что он хочет, как он хочет и вообще для чего ему эти отношения, на что он готов и что он готов вам дать. А готов он дать вам стабильность. Прочность, длительность, стабильность. Так что радуйтесь, наслаждайтесь. И честно вам могу сказать, что этот мужчина придет с осознанным решением. Это не так, что вот он утром проснулся, решил, предложил, а потом не знает, что с этим делать. Нет, он очень долго думал, он очень долго взвешивал. Кстати, здесь могли быть и ситуации, что за него боролась и другая женщина. Честно могу сказать, что, ну, не обязательно, что эта женщина с ним в отношениях, но она к нему явно проявляла какой-то интерес. И мужчина выбрал вас. То есть он все-таки понял, что да, есть отношения с препятствиями. То есть у вас или расстояние, или вы женщина, которая близко не подпускает, или за вас нужно бороться, в вас нужно вкладываться, и он готов это сделать. То есть легкая добыча ему не нравится. Ему нравится, когда женщина знает себе цену. Ему нравится, когда женщина, ну, скорее всего, да, ам, проявляет некую силу воли и внутри имеет некий стержень. Так что, девочки мои хорошие, ждите, кому это актуально. Мужчина осознал свою ошибку. Мужчина понял, что он не хочет вас терять, что вы для него важны, дороги, и он придет для того, чтобы рассказать вам об этом. Честно скажу, есть кто-то, третье лицо какое-то есть, но дело в том, что он отсекает эту ситуацию, он от нее освобождается. Что у него будет с третьим лицом? Да, точку поставит, бездействие, видите, по дьяволу. Но здесь как будто бы кто-то за ним вот прям по пятам ходит. Честно могу сказать, на цепи держит.
или постоянно проявляется, или постоянно как-то, знаете, добивается. Но неинтересно, не знаю, что у них там было, но эта женщина ему не интересна больше. Все, точки расставлены, к вам он идет освобожденный. Принимать его или не принимать, конечно, дело ваше. Ну что, все, кто был со мной, девочки, не задавайте вопросы, потому что я здесь не отвечаю на вопросы. Этот расклад мы просто проводим в режиме живого времени. Ну и он будет в записи на "Ютубе", выйдет буквально минут через 10, так что можете его пересмотреть. Ну все, удачи вам, всего вам самого хорошего. Кто был со мной, я всех поздравляю с наступающими праздниками. И не забывайте, скоро у нас выйдет недельный прогноз. Ближе к вечеру. Ждите. Так, отключаемся. Пока-пока всем.